Очень скучал по вам. Без лишних предисловий мы отправляемся вспоминать забытые мультфильмы с канала Fox Kids. Пристегните ремни, ведь мы взлетаем. Первый мультсериал в нашем списке – «Инспектор Гаджет». Инспектор Гаджет. В мультсериале мы знакомимся с самим инспектором Гаджетом, его племянницей Пенни и псом Брейном. Вместе они будут бороться со злым доктором Хлам и его преступным синдикатом Мэтт. Гаджет является киборгом-убийцей, сам того не понимая, насколько смертоносным он может быть. Хотя из действительно опасных гаджетов у него максимум отвертка в пальце. Не надо. Вот сейчас. Сейчас. Каждую серию все будет происходить примерно по одному и тому же сценарию. Шеф Куимби, начальник полиции, будет появляться в разных нестандартных для пряток местах и давать инспектору записку с заданием. Остановите доктора Кло, пока его агенты не спровоцировали революцию. Которая самоуничтожится после прочтения. Эта записка – пародия на сцены с самоуничтожающимися записками из «Миссии невыполнима». This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Позже Гаджет едет выполнять задания на своей роскошной машине-трансформере, которая также имеет различные гаджеты. В свое время мне очень нравилась эта сцена с трансформацией тачки. Fox Kids – лучшее на планете телевидение для детей. Суперинспектор полиции с необычайными способностями. Его племянница Пенни, у которой всегда куча идей. И верный пес Брайан преследует злодея доктора Ганга. Так вот, по сути, все задания выполняет по большей части его племянница Пенни с песиком. Брейн – мастер маскировки, он следит и пытается помочь Гаджету не убиться, а Пенни тем временем ведет свое расследование. Смотри, они улетают вместе с формулой. Мы должны остановить их. Попутно Гаджет попадает в максимально дебильные ситуации из-за своего наивного подхода и безответственности к своей жизни. Тут даже Брейн не нужен, чтобы Гаджет остался в живых. Ему везет в любых ситуациях, что, как мне кажется, довольно скучно смотрится. Ведь здесь нет особой драмы и переживаний за кого-либо из сериала. Что? Сюрприз! Только начальника полиции временами жалко. Также в конце каждой серии есть своего рода эпилог, вывод или, можно сказать, урок, который мы получаем из каждой серии. Но есть вещи, которые должен помнить каждый. Всегда пристегивайтесь ремнями, как это делают все гонщики. Не отвлекайте водителя. Вождение требует внимания. А самое главное, не пейте странных напитков перед тем, как сесть за руль. Сама концепция такого мастера на все руки агента пришла из фильмов о Джеймсе Бонде. Там у него также были разные приспособления для победы над злом. Однако образ все же больше взят из старых фильмов «Розовая пантера» и «Инспектора Клузо» или Клузо. У него также был плащ, шляпа и усы. Стоп, усы? Да, у Гаджета в пилотном эпизоде тоже были усы, только их пришлось убрать из-за угроз со стороны Метро Голдвин Майер подать иск в суд. Как по мне, без усов ему даже лучше. Второй не менее интересный персонаж – это доктор Клоу. Явная пародия на Эрнеста Блофельда и его злодейского синдиката «Спектр», который появлялся в серии фильмов про агента 007. Его манера сидеть на большом стуле спиной к камере и гладить пушистого кота также появилась и в фильме об Остине Пауэрсе. Злодея там назвали проще – Доктор Зло. Только вот наш злодей выглядит более таинственно и от этого интереснее. Прекрасно, постарайтесь, чтобы гаджет там исчез. С удовольствием, доктор Кло. Мы за все 86 серий так и не увидим лица главного злодея мульта. Только его массивную железную руку с шипами на запястье. Ладно, тут я немного соврал. Позже его все же показали, но лучше бы я не гуглил, как он выглядит.
Если вам интересен его образ, вы знаете, как его найти. В наше время Инспектор Гаджет до сих пор в активе. Про него недавно сделали игру «Инспектор Гаджет Mad Time Party». На вид выглядит вроде нормально, ну и, конечно же, на него сделали пародию «Робоцып», где смешали Инспектора Гаджета и Терминатора. Писать о Инспекторе Гаджете значит вспоминать свое детство, когда каждая серия была настоящим праздником. Этот мультсериал оставил невероятные воспоминания, и если вы еще не знакомы с его веселым миром, то посмотрите хотя бы одну серию. Возможно, вы также найдете в этом агенте с крутыми гаджетами и неуклюжим характером что-то, что заставит вас улыбнуться и влюбиться в этот удивительный мир. Мультфильм, заставлявший тебя просыпаться в 6 утра, чтобы успеть посмотреть серию. «Мир Бобби». Мир Бобби. Довольно своеобразный мультсериал от создателя Хоуи Мэндела. Привет, я Хоуи. Добро пожаловать в Мир Бобби. Ну, того самого, вы его знаете. Он еще сидит в жюри «Америка ищет таланты». Для меня было удивлением, когда я обнаружил, что это один и тот же человек. В мульте мы знакомимся с Бобби, с сыном Говарда, который выглядит реальным. Каждую серию ломает четвертую стену и доносит до нас какую-то информацию. В этой веселой истории будет много приключений. Он прав. Нам пора начинать шоу. Он прав. Также он появляется и в конце серии. Структура серии максимально простая, но от этого не менее интересная. Зачастую происходят основные действия, которые обрамляются чересчур бурным воображением Бобби. Он дословно может цепляться к словам, которые произносят персонажи серии. Нет, Бобби, я уверен, Роджер где-то рядом. Вероятно, он прячет у тебя под носом. У меня под носом. От этого мы и видим это или это. Бобби в своем мире живет со всей семьей. Они то и дело подкидывают ему идеи, чтобы повоображать. Никаких признаков цивилизации. Никаких признаков цивилизации? Ого! Наверное, самый адекватный персонаж, который понимает Бобби, так это дядя Тед. Если они вместе на экране, так сразу все действие преображается. Рыбки не воняют. Когда? Рыбки не воняют здесь. В мульте есть постоянный прикол, связанный с их фамилией – Дженерик. Все ее произносят неправильно, нужно говорить Дженерик. Когда я это написал, в сценарии оно было написано одинаково. Вы проживаете по этому адресу, мистер Дженерик? Я Дженерик. Также здесь довольно запоминающаяся музыкальная тема. Когда я смотрел в детстве, почему-то мне было грустно ее слушать именно в конце серии, а не в начале. Еще здесь можно найти довольно много отсылок на поп-культуру тех лет. Например, фильм «Крепкий орешек». Мультсериал выходил целых 7 лет, и у него есть 7 сезонов. Однако в нашем русском дубляже их совсем не осталось. Либо изначально он не так зашел в наших широтах, и переозвучивать не стали. Мне не хотелось тебя беспокоить, но я засомневался, выдержат ли эти балки. Перевяжите их веревкой. Спасибо, ты гений. Какое счастье, что Фрэнк Ллойд Бобби, величайший архитрактор, работает с нами. Я архитрек. На мой взгляд, мульт добрый, милый, семейный. Он совсем простой, зато с целым вагоном воображения. В свое
свое время на канале Fox Kids совсем не было образовательных программ. Именно поэтому обратились к студии Saban с такой просьбой, чтобы нравилось и взрослым, и детям. Они, недолго думая, создали мультфильм «Семья, почемучек». Семья, почемучек. Наш главный заводила – это маленький сыночек Виктор, который каждую серию допытывает своих родственников вопросами. И нет, это не объяснялкины от Сындука и Егора. Хотя все мы понимаем, кто и где подсмотрел. Семья почемучек большая и разношерстная. Отец Макс рассказывает о различной технике слэш-электронике. Тысячи красных, синих и зеленых частиц бьют по экрану одновременно, и их совместная работа формирует цветное изображение. Мама Ванилька о ботанике и зоологии. В рассказе ей помогают две птички – Квик и Квак. Полосы создают оптическую иллюзию. Это вводит в заблуждение львов и мешает им точно определить расстояние до зебр. Бабушка Эрта, на английском Earth – Земля, что означает рассказывает о Земле, то есть встрагивает тему географии. Значит, про бабушку Эрту рассказала, про маму Ванильку нет. Окей. Также с ней в сериях участвует динозавр. Он может трансформироваться в кого и во что угодно. Летом море накапливает солнечное тепло, а зимой оно отдает это тепло в воздух, согревая его. Дядя Микро и дядя Скоппо углубляются в объяснение о человеческом теле. Благодаря им мы ощущаем вещи, которые мы трогаем. Ощущаем. Давление. Дедушка Матич рассказывает тайны о Вселенной с псом Зиго. Дедулю, кстати, озвучивает Сергей Паршин. Все, фотографируем и летим домой. Его голос вы могли слышать в озвучке Салли из «Корпорации монстров». Ау! Кто-нибудь? Это чья дверь? Каждую серию мы наблюдаем за довольно короткими, но достаточно информативными фактами о разных свойствах нашего мира. Все члены семьи нисколько не перечат маленькому Виктору, хотя я бы уже кукухой поехал так рисковать жизнью и дальше со спокойной душой рассказывать обо всем на свете. Этот жирный гамбургер был отвратителен и в нормальном виде. В любом случае, мульт мне нравился, смотрел его часто, но не понимаю, почему я забыл все факты из почемучек. Может, кто-нибудь сделает адекватный образовательный мультсериал? Да, есть объяснялкины, но они немного другого формата. Дальше я рекомендую вам подписаться на телеграм-канал, чтобы следить за новостями из мира развлечений. Ну и там же вы можете подсматривать за ходом процесса выхода новых роликов. Сейчас будет довольно своеобразный мультфильм. У него есть всего одна серия, но ее крутили довольно часто на Fox Kids. Защитники, Динатрон, Сити. Честно говоря, я не особо помню сам мульт, но персонажи, в особенности молоток с лицом, мне вспомнился. Это все ерунда. Это максимально типичный мульт, где команда супергероев борется со злым гением. Представляю вам нашу команду защитников. Я зарядилась. Теперь называйте меня мисс Мегаватт. Теперь я крепкая реактивная голова. А тебя я буду называть Собака Радий. Потрясающе! Я теперь девушка-пила. Я бы мог называться ящиком для инструментов, но это больше похоже на тюрьму. Поэтому я выскакиваю. Я понимаю, что создатели хотели создать нечто новое, однако дальше одной серии уйти не смогли. Несмотря на то, что к озвучке были привлечены Вупи Голдберг и Тим Карри. У нас же в большей степени дубляжом занимался Никита Прозоровский. Его голос вам знаком по Скуби-Ду. Скажи, что это ты воешь, Скуби. Нет, я не верю, что люди могут быть так жестоки. Сериал мог получить право на существование, но что-то пошло не так. Давайте разрушим этот завод, все вокруг взорвем и разобьем башку Мейхама на кусочки. Что вы на это скажете? Хотя у этого произведения существует сложная игра на NES и целых 6 комиксов, выходящих под эгидой Marvel Comics. Этот мультсериал не так популярен в наших широтах, нежели на Западе. Там он был очень популярен, что растянулся на 4 сезона и насчитывает 94 серии. Основан он на фильме Тима Бёртона «Битлджус».
Честно говоря, я вообще не помню этот мультфильм на канале Fox Kids. Если вы помните, напишите в комменты. Хочу узнать, вы существуете вообще? Да, наконец-то! Давайте начинайте! Так вот, перейдем к самому мульту. Он странный, как и оригинальный фильм. Но только в мульте сам Битлджус более простоват, более шальной, нежели как в фильме он был пошлым и безбашенным. Посмотрел я пару серий и понял, как тут все дико. Сумасшедший мир, персонажи, которые его населяют, истории, в которые попадают наши герои. Ах да, совсем забыл сказать, это же парный мультсериал. Битлджус на протяжении 4 сезонов будет тусить с Лидией. Девушка из наземного, то есть нашего, реального мира. Воспитанная, добрая, но не такая, как все. Больше напоминает мне Крипи из мульта с канала Nickelodeon. Сразу становится понятно, что они вроде как любят друг друга, или дружат, или пытаются чего-то добиться друг от друга. Непонятно. Ты забыл о нашей годовщине? Забыл? А это я купил какой-то другой девочке. Ты не забыл? Мульт, конечно, очень крут своим безумным подходом. Насколько хорошо работала фантазия, дабы создать таких крутых второстепенных персонажей и абсурдные ситуации, по которым блуждают Битлджус с Лидией. Только, как по мне, сегодня этот мульт не может долго удерживать мое внимание. Это никуда не годится, Битлджус. Твое шоу еще не успело начаться, а рейтинг уже упал на несколько пунктов. А сейчас на Fox Kids «Принцесса Сисси». Принцесса Сисси. Мы в детстве со своим искрометным юмором вечно называли ее Сиси. Стебали пацанов, кто смотрел этот мультсериал, хотя втайне мы и сами его смотрели. Хоть я и смотрел этот мульт, он был довольно скучный, без особых изысканных действий и красноречивых диалогов. Всегда хотелось, чтобы он прошел быстрее и начались другие мультфильмы. Надеюсь, он плыл не тем пароходом, что недавно затонул где-то в Балтийском море. Мультсериал основан на реальных событиях. В 1830-х годах действительно существовала принцесса, но звали ее не Сисси, а Елизавета. Дело происходило во времена, когда между Австрией и Венгрией были накаленные отношения, но наша принцесса собралась пожениться с герцогом Австрии, дабы, наконец, страны объединились в перемирии. Принцессу Елизавету фон Витлдлинбинг. Для друзей просто Сисси. Частично история в мульте повторяется, если не брать некоторые реальные семейные происхождения. Сисси и Франц были двоюродным братом и сестрой. Ой. Давай вместе посмотрим это фантастическое приключение. Прекрасная история, пришедшая к нам из далекого прошлого. Познакомьтесь с прекрасной принцессой Сисси и ее благородным принцем, а вот и злодейка-королева, которая хочет всем помешать. Приключения, любовь, обман. История принцессы Сисси продолжается на Fox Kids. Что по мульту? Ну, ничего особо плохого не могу сказать, хотя излишняя приторность и доброта в мульте изводила меня. Также можно обратить внимание на рваное повествование, которое иногда подается несвязанными обрывками. Сама главная героиня Сисси, ну уж очень крутая. Все у нее получается, и все она умеет, и вообще не человек, а вундеркинд-атлет. Я ничего плохого не хочу сказать по поводу сильной и независимой девушки. Мне наоборот, такие по душе. Но здесь же у нее нет никаких болевых точек, куда можно было бы реально надавить и переживать за героиню. Мое бальное платье. О, нет. О, оно село. Все пропало. Есть здесь и плюсы. Первый суперплюс, что здесь идет целая история. Большой сквозной сюжет, который оканчивается в последней серии. Это реально круто, нежели в других мультах, где серии никак не связаны друг с другом. Ох, а сколько она сменила костюмов. Художники молодцы, аплодирую стоя. В общем и целом мульт хороший, но он бьет в уж очень узкую аудиторию, и это девочки, которым можно показывать романтическую жизнь принцессы. Тем более она еще и за себя постоять может, и за всю страну.
хочу высказать благодарность за донат пользователю под ником «Темная лошадка». Если же вам тоже нравится, что я делаю, и вы хотите поддержать канал, то вы можете сделать это на Бусти, или же прямо здесь на Ютубе, став спонсором. Вся информация будет внизу под видео. Один из популярнейших мультфильмов на Fox Kids. Он же породил два не менее интересных мультфильма. Встречайте всеми любимый фиолетовый Кот Ик. Кот Ик основан на реальных ситуациях из жизни создателя Стивена Холланда. У него было несколько котов, и одного из них так и звали – Ик. Начались наши любимые мультяшки. Мульт в основном построен на физически травмирующем юморе. Это когда главный герой или герои получают по мордам разными изощренными способами. Например, в «Том и Джерри» было то же самое. Ну а больше всего получает так это фиолетовый кот по имени Ик. Изначально он должен был быть розовым, но от этой идеи в конечном итоге отказались. И я думаю, к лучшему. Какой-то странный был бы тогда мультфильм. Я люблю моего брата Элмо. Сочувствую вам, Элмо. Кот Ик доброжелательный, воспитанный, милый, всегда придет на помощь даже себе во вред. В какой-то момент мне даже стало жалко его, так как он подвергался огромному количеству травм. Хоть нам это и не показывают, ведь он всегда ходит с счастливой миной, даже если его переехала фура. Вообще, изначально мультсериал должен был называться «6,5 жизней кота Ика», но опять же от нее отказались. Только теперь становится понятно, почему было такое название. Хоть он и страдал за свои добрые поступки, по итогу в конце серии он все же получал некие награды за свои побои. О, ты восхитительный кот! Нет сил больше сдерживаться. Люблю тебя! Также в мультфильме появляется любовь всей жизни Ика, розовая кошка-бодипозитивщица Аннабель. Она переехала по соседству, а кот Ик сразу же в нее влюбился, так как Амур попал в него своей стрелой любви. Аннабель сама по себе очень большая, много ест, что показывалось и не раз, но это никак не помешало Ику всячески ухлёстывать за ней. Падающая звезда, загадай желание. Мое желание уже исполнилось, Аннабель. Вместе с Аннабель переехал на новое место и ее пес Шарки, который выглядит как акула, скрещенная с собакой. Шарки то и дело пытается укусить или устроить подляну фиолетовому, но раз за разом сам попадает в просак и огребает. Несмотря на вечное противостояние обоих, у них в последующих сезонах появляются общие сюжетные арки, где они дружат, но их не так много. Шарки говорит, что у него было исключительно трудное детство. Еще хотел добавить про конуру Шарки. Она внутри выглядит намного больше, чем снаружи. Как только я это заметил, сразу же вспомнил про, так сказать, не самый детский мультсериал. Называется он «Мистер Пиклз». И там у него тоже была система подземных тоннелей под будкой. В мульте мы наблюдаем не только за травмами Ика, но и за тем, как создатели интересно используют поп-культуру тех лет в своих историях. Например, здесь появляются довольно часто Care Bears или заботливые мишки, только здесь они называются мягкие медвежата. Но из нас таких мокрых вкусный шашлык не вышел бы. Да, ты прав. Обещайте вернуться, когда солнце выглянет. Непременно, обязательно. Отсылки на заботливых мишек отнюдь не редкость. Они появлялись в «Симпсонах», «Гриффинах», «Робоципе» и в недавней игре от создателей Рика и Морти «High on Life», где им было уделено довольно много времени. Ик тоже удостоился своей видеоигре, которую назвали самой худшей игрой для SNES. А про какие я там еще говорил два мульта, которые породил Кот Ик? Как раз к ним. Fox Kids в лучах софитов. Мы имеем дело только с лучшими программами и лучшими героями. И вот отныне каждый месяц вы можете смотреть ваших любимцев в их сериалах, идущих без перерыва. Это твои любимые программы без перерыва. Герой этого месяца — Кот Ик. В субботу и воскресенье в 12:30 и 17:30 только на Fox Kids. Кот Ик и ужасные громозавры.
«Громозавры» — дополнительный мультик, который шел вместе с Котом Иком. И появился он уже во 2-м сезоне, хотя планировался в 1-м, но времени, как обычно, не хватало. Добро пожаловать на наше шоу! Шоу? Что это ты затеял? Что значит шоу? Мультсериал повествует о 3 динозаврах-спецназовцах, которым поручили уничтожить 2 Homo sapiens. Иначе из-за них произойдет вымирание всех древних существ. Формула осталась примерно такая же, где динозавры чудят какую-то ерунду и наступают на свои же капканы. Все хорошо, хотя... не очень. 2 первобытных, Билл и Скутер, очень напоминает мне Спанч Боба и Сквидварда. Не знаю, подсматривал Стивен Хилленберг на этот мультфильм, но сходство феноменальное. Только попробуй еще раз. Вернемся к людишкам. Они вообще сами по себе живут, что-то делают и как будто даже не замечают динозавров. Билл – типичный Сквидвард, который огребает больше всех. Когда же кончатся эти муки? А Скутер – мелкий паренек-изобретатель. Энергичный и добродушный. Типичный Спанч Боб. Я изобрел и назвал стиральная машина. Принцип таков. Огонь все отмывает. Зырь! Больше всего меня поразил тот факт, что музыку к интро написал солист группы Twisted Sister. Ну а 3-й мультфильм называется «Хлам». В фильме «Хлам». Завязка очень проста. Я бы даже сказал, она не сильно продумана, однако это не отменяет того, что мульт был интересным. Хлам – это реальный хлам, мусор, который ожил, как Франкенштейн от заряда электричества. Так, да тут никак уже празднуют Рождество. Родители главных героев Райана и Уэйда не могли завести домашнее животное из-за аллергии отца. Будь здоров, дорогой. Спасибо. Но теперь он у них есть, и ведет он себя подобно собаке. Сюжетно мультсериал больше напоминает локальные простые истории тинейджеров, только теперь с ними везде ходит нечто по имени Хлам. Эй, стойте! Меня подождите! Спасите! Ой! В общем, что могу сказать? Все эти мульты очень хорошо дополняют друг друга, так как просто смотреть на то, как страдает один Кот Ик, со временем надоедает. А с такими разными ситуациями, локациями и проблемами мультсериал имеет право на существование. Он точно нравился зрителям, как и мне в детстве, что продержался долгих 5 сезонов. Сейчас самое время поставить лайк под видео и подписаться. Будьте добры, ведь тогда ролик будет выходить чаще в рекомендациях, ну и ролики на канале будут выходить также чаще. Спасибо. Каждый день между 15:20 и 17:10 боевики на Fox Kids. Не отставайте от нас, если сможете. Этот блок я решил осветить совсем немного, так как все эти мульты от Marvel, и они довольно популярны, чтобы заострять на них свое внимание. Однако про некоторые из них я все же расскажу. Начнем с радиоактивных людей 92 года. Юбилей! Тут особо рассказывать нечего, кроме того, что мультсериал познакомил большинство детей СНГ с супергеройкой, в том числе и меня. Роликов на тему на ютубе миллион. От себя могу посоветовать видос от Гигатуна. Поможет освежить воспоминания, заодно прифигеть от масштаба происходящего во вселенной Иксов. Плюс к этому совсем скоро выходит продолжение X-Men 97. Прямое продолжение мультсериала с того места, где все закончилось.
Человеком-пауком такая же история. Рассказали о его величии уже 100 миллионов человек. От себя лишь могу сказать спасибо голосам русского дубляжа, а в особенности голосу Питера Паркера. Дублировал его великолепный Анатолий Петров. Гарри, постой, Гарри! Он сам на себя не похож. Хотя мне ли не знать, что значит потерять родителей. Он же подарил свой голос Железному Человеку. Кстати, о нем. В данный момент мы все знаем про Железного Человека, благодаря великолепной роли Роберта Дауни-младшего в киновселенной Марвел. Только когда я был маленький, мое первое знакомство было в мультсериале 1994 года. Железный Человек. В первом сезоне истории каждой серии не были связаны друг с другом, что не сильно нравилось тамошним зрителям. Они были до безобразия банальны. Тупое противостояние добра со злом. Мачо? Это по-испански пентюх? Точно. Аста ла виста, бэйби. Вот уже во втором сезоне команда немного изменила свой подход к созданию. Тем самым получилось более цельное произведение, которое понравилось людям намного больше. К сожалению, это не сильно помогло, и сериал решили закрыть. Твой самый верный партнер рядом, Тони. Нужно только поцеловать его. Мне же очень зашло большое количество персонажей, что со стороны зла, так и со стороны добра. У злодеев куча парней в плащах и одна девушка. Модок, Черный Хлыст, Буран, Всадник, Вихрь, Горгулья и Гипнотия. Заправлял всей этой шайкой Мандарин. Как по мне, действительно крутой злодей, которому не дали раскрыться на полную. И моя сила росла с каждым вздохом. Путь к уготованному величию теперь был для меня открыт. На стороне добра у нас воитель, мудрец, соколиный глаз, Женщина-паук и Алая ведьма. Ну и главный у них, конечно же, Железный Человек. Эта команда героев основана на арке комиксов Force Works. Хочу сказать по поводу Алой ведьмы. Она тут прям секси. Абсолютно не похожа на другие воплощения. Тут довольно много откровенных моментов, которые обычно в мультах не показывают. Я сделала глупость, уехав в такое время. Банда. Вообще-то вы не на пляже, леди. Это сеанс терапии. Что вы здесь делаете? Прекратите. Что, несомненно, добавляет баллов к Железному Человеку с моей стороны. Также хочу отметить крутую музыкальную тему второго сезона. Она мне нравилась больше, чем с первого. Шикарный мультсериал, раскрывающий космическую сторону вселенной Марвел. Фантастическая четверка. Его я смотрел, скорее всего, скопом с другими мультами от Marvel, так как у них был в свое время час Marvel, где показывали полчаса Железного Человека, а затем уже и четверку. В очередной раз мульт стал для меня откровением, которое поразило мой детский мозг своим крутым визуалом и продуманными персонажами. Послушай, Галактус. Кто это там осмеливается вслух поминать мое имя? Хотя первый сезон уже учитывал ошибки предыдущих мультов и был сделан не сильно отходя от оригинальных историй, только вот тем, кто уже знаком с первоисточником, четверка показалась глупой, поэтому рейтинги мультсериала были низкие. Эй, за ту плату, что вы с нас содрали, мы имеем право тут собак разводить. Образование фантастической четверки, знакомство со злодеями и угрозы вселенского масштаба. Заячья губа. Пришло время драться. Все это было показано и рассказано, как по мне, довольно интересно. В особенности мне понравился визуал. Он был какой-то плавающий, извивающийся. Позже я узнал, что сезон был создан с помощью традиционной ручной анимации. Ну и, конечно, очень зашла песня из заставки, которую написал Джорджо Мордер. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Второй сезон стал выглядеть более круто, несмотря на то, что отказались от традиционной анимации. Оно и понятно, бюджет стал больше, поэтому создатели могли позволить себе нанять более профессиональных художников. Скоро человечество узнает, какова сила доктора Рока. Что касается истории, то они здесь ничуть не утратили шарма.
возвращение старых героев и злодеев, более серьезные завязки сюжетов, а больше всего мне понравилась арка про нелюдей. В тот момент я охерел просто от необычности этой банды, только фанатам снова все было не то. Ну а песня «Факела» просто нечто. Есть в ней что-то от недоделанного хита. А ведь ей не так и много от тебя и нужно было. Огня, огня, тепла, тепла. Самый мрачный и серьезный мультсериал от Marvel, выходящий на Fox Kids. Невероятный Халк. Финальный герой, которого решили воплотить в формате мультсериала. Не знаю почему, но пересмотрев его сейчас, я вдруг осознал, какой это тяжелый и грустный герой. Мы почти у цели, милый. Прошу тебя, не сдавайся. Он совсем не хотел быть таким, каким он стал, но теперь ему предстоит бороться с самим собой и нападками непонимающих людей вокруг. Первый сезон в основном содержал в себе попытки вылечить Беннера от Халка, но раз за разом все шло прахом. То генерал Росс поднасрет, то вождь со своими гениальными идеями по перевоплощению себя в Халка. Просто веди своих гамма-воинов в этот засиженный мухами городок. Однако мне понравилось, что повествование было цельным, а в конце нас будет ждать сюжетный твист в виде серого Халка. Второй сезон влетает двумя ногами в голову. Во-первых, серым, более разумным Халком и женщиной Халк. Как она появилась, нам рассказывает Бетти Росс буквально в 5 секундах. Позже я узнал, что после отзывов о первом сезоне, в которых говорилось о мрачности первого, было принято решение сделать второй более юзер-френдли. Не ожидал увидеть здесь мою Халкочку. Я тоже. Больше юмора, рандомных филлерных серий и, самое главное, добавить женщину Халка, дабы привлечь и женскую аудиторию к мультсериалу. В детстве мне было пофиг на нее, прыгает, бегает, дерется, ничего такого. Но вот сейчас, когда она появляется в кадре, в том числе важно, в каких костюмах она появляется. К сожалению, сейчас такое мы уже вряд ли увидим. Что могу сказать в общем о таком Marvel сокровище? В детстве меня действительно поражали все эти мульты без исключения. Анимацией, смыслами, заставками и, конечно же, количеством разношерстных персонажей. Да, некоторые серии могли быть тупыми, скучными и неинтересными, только у меня в детстве ничего подобного никогда не было. И мне было приятно стать частью этой новой, неизведанной культуры комиксов. Те, кто здесь впервые, уведомляю вас, у меня также есть ролики, где мы вспоминаем старые или забытые мультфильмы с канала Nickelodeon и Cartoon Network. Ссылки будут в описании и в конце ролика. Большой синий супергерой. Это он, Тик на Fox Kids. Прямо сейчас. Продолжим на тему супергероев и перейдем к не менее шикарному мульту, высмеивающему все клише, которые связаны с супергеройкой. Тик-герой. Персонаж был создан как талисман одного магазинчика комиксов в Бостоне. Он является пародией на типичных, самых банальных супергероев тех лет. Также он напоминает мне всемогущего из аниме «Моя геройская академия». Вот прям такой же большой, всесильный, готовый бороться со злом из последних сил. Мы видим Тика в синем костюме, хотя изначально его цветом должен был быть коричневый, обычный цвет клеща. В одной серии все же появляется другой клещ, который высказывает все своему подражателю. Где тут придурок, который называет себя клещом? Этот придурок я. Тик не один в мульте. Его верный помощник Артур, бывший бухгалтер, который носит костюм зайчика. Мотылька, просто его крылья в портфеле. В основном эти двое будут бороться со злом и решать бытовые проблемы. Я все сделаю, деньги не проблема. Ему потребуются мои почки. Нет, говорун здоров. Только у него экзема, глисты и вши. Как я уже говорил, мультфильм «Тик-герой» является сатирой на большинство популярных комиксов тех лет. Здесь высмеиваются героические фразочки и величественные речи, которые из раза в раз произносит Тик. О, здесь творят дерзкие преступления. Абсурдные ситуации, в которых герои могут ничего не делать, а злодеи сами же наступят на свои грабли. Те же самые злодеи выступают как одноразовые пешки, которые не вызывают сожаления, хотя должны.
Редко, но злодеи получаются самыми драматическими персонажами комиксов. Я не думал, что ты так себя чувствуешь, протоклоун. Извини. Я был так занят своим юмором, что и не подумал о тебе. В мультсериале также есть явные пародии на разных персонажей из комиксов. Например, Леди Америка или Американская горничная. Это Чудо-женщина. Немецкая летучая мышь. Die Fledermaus. Это Бэтмен. Канализационный еж. Это Аквамен и многие другие. Человек-ковер. При трении моих ног о любую поверхность возникает мощнейший заряд статического В момент выхода Тик-герой был даже номинирован на премию Энни и Эмми. Даже смог получить 2 награды Энни Awards и обе за индивидуальные достижения в области анимации. Другие издания хвалили мультсериал и даже сравнивали его с Монти Пайтоном, который также известен своим абсурдным английским юмором. Однако сейчас, посмотрев его снова, не могу согласиться с таким высказыванием. Хоть в детстве я и смотрел, мне все нравилось и было невероятно интересно, то сейчас он мне показался довольно скучным, только изредка появляются забавные шутки. Похоже, тут нужна помощь биполярного медведя. Но в это время года мне не вылезти из постели. Как по мне, Тик-герой не смог пройти проверку временем и сейчас может зайти разве что отбитым гиком. Уж извините меня за это, отбитые гики. Ой, а про сериалы я вообще молчу. Не будем далеко уходить от командных мультов, его тоже транслировали на канале Fox Kids, правда недолго и из-за низких рейтингов. Очень хорошо помню образы главных героев, надеюсь, вспомните и вы. Мультсериал «Ползучее войско». Главный конфликт очень прост. Есть добрые ребята, есть плохие. И они сражаются от серии к серии. Конец. А если серьезно, то сюжет крутится вокруг мальчика Криса, который случайно изобретает устройство по созданию существ. К нему присоединяются добрые создания, насекомые, скрещенные с разными предметами. Вольт, Т-3, Хокус-Локуст, Кольца-Жало и Камантис. Во втором сезоне они получили некие апгрейды, которые изменили их внешний вид. О, я люблю грязь, как любая ползучка, но это уже чересчур. Все они противостоят Гугенграйму, Стоп, это что, костюм Человека-паука? который хочет завоевать весь мир с помощью таких же существ, но уже злобных. У меня для тебя довольно неприятные задания. Да, спасибо, хозяин. В данный момент почти все серии утеряны, удалось отыскать лишь пару эпизодов. Даже на языке оригинала их совсем нету. В любом случае в памяти эти ребята остались, а мульт довольно простой и ламповый. Это Fox Kids, только для вас и только у нас. Увидишь то, что радует глаз. Не зевай, глаза раскрывай. Fox Kids, включай и смотри. Что это такое? Спросите у нас. Канал мультфильмов. Все высший класс. Утром пораньше вставай, не ленись, и днем к экрану торопись. Мастодонт и основа канала Fox Kids, давший нам ламповую атмосферу, доброту и целый багажник цитат от Капрала Задницы. Жизнь с Луи. Несомненно, очень много людей помнит этот мультсериал, однако я не мог не рассказать про него. Ну и еще очень много людей меня просили о нем рассказать. Не могу отказать своим любимым друзьям и подписчикам. Мультсериал был создан Луи Андерсоном на основе своих детских историй. Как мы понимаем, в его рассказах углы немного сглажены и где-то что-то приукрашено для лучшего погружения в мультсериал. Надо идти помочь кое-кому с машиной. Этот клаксон как на папиной тачке. Ух, он любил свою машину. Знакомил всех с ней. Это моя машина. Ах да, это моя семья. Все, собираюсь ее поменять. Это шутка. Папа боготворил машину. Каждая серия наполнена отлично прописанными историями со своим началом, серединой и концом. Вопросов по поводу повествования лично у меня никогда не возникало. Если так призадуматься, то каждая серия рассказывает про такие же наши жизненные ситуации. Будь то празднование Рождества, первая работа, любовь к учительнице. Или это только у меня такое было? Ох, как это тяжело. Луи, 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 ты слышишь?
Да, сейчас. Главный герой — это сам Луи Андерсон. Он же и озвучил своего героя. Пухленький мальчик, который может колко отшутиться от нападок в его сторону по поводу веса и не только. Кстати, этот его навык помог Луи реализоваться в жизни как стендап-комик и довольно успешно. Звонили из аэропорта. Просят твою маечку, чтобы самолеты сажать. Второй самый запоминающийся персонаж — это отец Луи, Энди Андерсон. Ветеран войны, вечно недовольный, такой типичный батя, который всегда найдет к чему придраться и, конечно же, со своим словарем крылатых фразочек. Наверное, большинство комичных и действительно смешных ситуаций создавал он. Ведь пересматривая сейчас мульт, Энди прям въедается в голову, а его поступки и слова... Потрясающе выглядите, всего пятачок. Да, можно бы. Что значит «можно бы»? В такую жару вы же вспотели, как собака. Ты ассоциируешь его со своими похожими знакомыми. У него также были повторяющиеся фразы вроде «я все слышал». Быстрее, дети, я сейчас сорвусь. Не сомневаюсь. Я все слышал. А его любимая машина Рэмблер темно-зеленого цвета – это как отдельный персонаж мультсериала. Однако не все так весело с Энди Андерсоном, как могло показаться. Сам Луи рассказывал о том, что на самом деле он был довольно жестоким и много пил. В мультфильме все эти моменты упущены, и не зря. Тогда бы не получился такой харизматичный персонаж, которого мы знаем. А вы сами не заблудитесь, мистер Андерсон? Я не знаю даже смысла этого слова. Значит, совершенно не знает, где мы находимся. Еще один персонаж – это мама Луи, Ора Андерсон. Она всегда выступает в роли голоса разума для всех Андерсонов. Добра, спокойна, а когда надо, может быть строгой. Всегда поможет советом и направит на верный путь. Насчет Оры в реальной жизни могу сказать, что у них действительно было очень много детей в семье. Около 16 человек, но, к сожалению, 5 из них вскоре не выжили после родов. Вот это я понимаю, женщина. А теперь бросай, Луи. Вот молодец, прекрасно. Единственную такую большую семью, которую я знаю, это семья Лапенко, у которых тоже было около 16 человек. Всего вышло 3 сезона, зато каких! Все серии с моралью, со смыслом и отличными шутками, которые можно взять на вооружение и сейчас. Самая первая серия, ее можно назвать пилотной, была про Рождество. Если присмотреться, то можно заметить отличия в анимации, которые в последующих сериях улучшатся. Также эта серия отлично знакомит нас с главными действующими лицами. Плюс к этому хочу посоветовать отличную душевную рождественскую серию. 3 сезон, 10 серия. Я бы поставил ее в список того, что можно посмотреть на рождественские праздники наряду с «Один дома» и остальными фильмами. У нас с Тиком было лучшее в жизни Рождество. Тут для тебя сюрприз. Иногда лучший подарок – возможность быть рядом с близким другом. К сожалению, Луи Андерсона уже нет с нами. Он покинул наш мир в 22 году. Но за всю свою жизнь он сделал достаточно много для сферы развлечений. Жизнь с Луи прошел проверку временем. Его можно смотреть и сегодня. Я именно так и делаю. Почти каждую ночь я включаю плейлист всех серий и засыпаю под бархатные голоса русского дубляжа. В очередной раз директора компании решили, что им нужно шоу, которое будет образовательным. На тот момент «Семья, почемучек» уже не транслировалась, а необходимость в контенте была. Поэтому и был создан мультсериал «Волшебный школьный автобус». В наших широтах он особо не транслировался, однако за рубежом волшебный школьный автобус был принят с распростертыми объятиями и был любим многими детьми. Концепция мульта очень проста. Учительница мисс Фризл, чуток поехавшая хиппи, у которой есть крутой автобус, который может отправить ее и всех учеников куда угодно. Обычно детей интересует какая-то тема, а мисс Фризл уже давит на гашетку, и они уже в космосе изучают планеты. И так со многими науками. Я посмотрел пару серий, он довольно милый. Если кто-то из вас смотрел, дайте знать, какую самую классную серию стоит посмотреть.
А сейчас на ваших экранах Уолтер Мелон, только на Fox Kids. Как сейчас, так и в то время подтрунивание над поп-культурой было нормой. Если ты этого не делал, то ты был аутсайдером. Поэтому еще один мультсериал, основанный и паразитирующий на поп-культуре, появился на свет. Уолтер Мелон. Уолтер Мелон, зови его, когда приходит беда. Сюжет до неприличия прост. Расскажу в 2 словах. Берется какой-то популярный фильм или сериал. Главному герою, например, Терминатору, становится плохо или он пропадает. Звонят в агентство героя по найму, в котором и работает Уолтер Мелон. Его просят заменить героя, тот в своем обличии, но в роли героя фильма участвует в короткой зарисовке по фильму. И так каждую серию. Мой секретарь Биттербак и я отправляемся спасать ваш корабль от флингонов. Скажи ему, что мы этих флингонов кактусами закидаем. Образ Мелона и его напарника был взят из комиксов 1963 года «Ахиллесова пята». Напарника зовут Биттербак. Он является мальчиком для битья, который всегда играет напарников. Также в мульте появляется девушка Амелия, которая всегда играет в любовный интерес главного героя. И постоянный злодей всех пародий – зеленоволосый белолицый по имени Сниро. Вообще в детстве мне пришла мысль о том, что каждый из них имел свое агентство. Агентство по найму любовного интереса главного героя, где работает Амелия. Агентство по найму злодеев, где работает Сниро. Все это связано с тем, что там появляются одни и те же персонажи на тех же ролях. Либо это все театральная постановка, где роли исполняет наша четверка. Но это уже теория. Нежный плод слез Авроры, который целует Зефир. Сейчас мультсериал не выглядит таким уж интересным, каким был тогда, в детстве. Самое приятное было при просмотре, так это понимать, на что именно сейчас делается пародия. Тогда я мало знал знаковых фильмов, поэтому если выходила серия про могучих рейнджеров, она мне нравилась. Фиалка. Гвоздика. Маргаритка. Ну, это как... Роза! А я Машка. А если про Star Trek, то нет. Потому что я не понимал, кто это и зачем они. Их защитное поле скоро иссякнет. Очень скоро. Ну и, конечно же, голоса русского дубляжа как-то помогали сгладить углы непонимания отсылок. Ну а теперь более оригинальный в своем исполнении мультсериал «Только не заплывай за край света!» Бешеный Джек, пират. Честно говоря, я особо не помню этот мульт. Единственное, это образы и голоса главных запевал. Поэтому пришлось его пересмотреть. Джек-пират у нас типичный жулик-неудачник, вечно гоняющийся за легкой прибылью. Вместе с ним его верный помощник крыса Снак. Он преданный, добрый крысеныш, вечно помогает Джеку в его злодеяниях. Также время от времени пытается отговорить его от разного рода глупостей. Вы ничего не путаете, ведь вчера при задержании у мыса Макпонана вы смеялись над тем, что в полицию стали брать слепых, а потом стащили у него... Эта парочка на протяжении одного сезона, да, продержался мульт только один сезон, будут бороздить моря на своем корабле под названием «Морская курица». Пытаться искать сокровища, попадать в нелепые ситуации, но оставаться дружны друг с другом. Снова хочу отметить голоса дубляжа, которые очень приятно слышать. Ты не мог найти никакой мишени, кроме бедняги Снака? Если ты откажешься стрелять, то отправишься в тюрьму. Максимально редкий мультсериал, который также редко транслировался у нас, но он был очень популярен благодаря видеоигре. Сэм и Макс. Вольная полиция. Мультсериал основан на комиксах 1987 года. Сэм, антропоморфный пес, одетый в костюм, является более адекватным из нашей парочки детективов. Однако есть у него одна особенность, которую он сильно сдерживает – неконтролируемая агрессия. В комиксах он мог сорваться на какую-нибудь хрень и разорвать все на части. Мульт же был предназначен для дошкольников, поэтому большинство ругательств и жестоких моментов было вырезано. Поэтому Сэм не срывается и довольно успешно себя контролит. И пусть звезды станут нашей картой! А этот салон станет пакетом для рвотных масс! Его напарник Макс. Бешеный кролик, который не носит одежды, гиперактивен, привык действовать грубо и не считаться с чужим мнением. Это никак не мешает ему пользоваться своим острым умом и распутывать нерешаемые дела.
В мультсериале они будут творить разного рода дичь, типичную мультам, где визуал и нелогичность происходящего превыше всего. Их милые выходки и безжалостные внезапные атаки всегда удивляют. О, так бы и съел их. «Вольная полиция» не сыскала большой популярности на телеэкранах, ведь продержался он всего 1 сезон. Однако популярность Сэм и Макс все же имели, благодаря видеоигре 93 года в стиле квест. В то время этот жанр был самым популярным. Я познакомился с этой парочкой дикарей около года назад, когда на канале вышел дубляж этого мультсериала. Он оказался более крутым, чем я себе представлял. Рекомендую глянуть. Кто он? Кто абсолютный герой? Подумай хорошенько. Может, это Железный Человек? Сам отовсюду спасется, да еще и мир спасет. Герой на Fox Kids. Кто твой любимец? Один из первых мультсериалов, который был создан с помощью 3D-графики. Ну и по совместительству, который я смог наблюдать сам в детстве. Время действия 300 лет после оригинальных Трансформеров. За добро выступают Максималы, потомки автоботов. Злая фракция – предаконы, потомки десептиконов. По сюжету космические корабли обеих фракций терпят крушение на неизвестной планете. Эта планета оказывается настолько сильно переполнена энергоном, веществом, которое обладает невероятной силой. Его огромные запасы сильно бьют по системам трансформеров, поэтому им приходится перевоплощаться в формы, которые обитают на этой планете. В основном это различные млекопитающие, насекомые, рептилии. У тебя никогда не было вкуса. Смотри, вот в чем заключается класс. Еще одним двигателем сюжета становятся стазисные капсулы с неокрепшими формами. Они остались на орбите планеты, и время от времени они падают на Землю, а после уже Максималы и предаконы сражаются за каждую из них, дабы пополнить свои ряды. Плюс к этому таким образом сериал добавлял все новых и новых персонажей в повествование. Это было мое первое знакомство с трансформерами, и когда я узнал, что есть оригинальные, они мне казались чужеродными, неправильными. Ведь вот они, 3D-звери, настоящие истинные трансформеры. Но ничего, позже я привык и к оригинальным мультам. Больше всего в мультсериале мне нравились сами трансформации и, конечно же, добавление новых персонажей. А графика? До них я видел лишь один мультсериал в полноценном 3D под названием «Ребут». Он невероятно сильно похож на Beast Wars, но оно и не удивительно, ведь создавали оба мульта одна и та же студия. Да, многие сейчас скажут, что это все выглядит плохо, но тогда для меня маленького это было нечто нереальное. Искра. Да. Благодаря ей мы существуем. У Beast Wars также было продолжение или больше альтернативное продолжение под названием Beast Machines. Этот мультсериал также транслировался на Fox Kids, но его я точно не помню. Да, и выглядит он как-то дешево. Также было аниме Beast Wars 2, созданное специально для японского рынка, пока переводили оригинальный мульт на японский. Аниме уже выглядит получше, на мой взгляд. И еще хотелось бы добавить, как сильно меня расстроил новый фильм «Трансформеры. Восхождение звероботов». Я, как дурачок, повелся на плашку о звероботах, а их в фильме показали от силы минуты 3 в финальной битве. Расстроили моего внутреннего ребенка. Нельзя так делать. Джесси, специалист по переработке жвачки, неудачник, что не сделает все не так. Нэнси, прирожденный лидер, и если уж не вслух, то про себя она знает, что права. Фредди, парень как все, плохим-то он быть не хочет, но его уговорит, кто захочет. Артур, быстрый на слова, хитрый обманщик, где зло, там непременно он. И книжный червь, человек неплохой, но в компании никакой. Тенни Грант, просто совершенство. Познакомьтесь с детками из класса 402 с понедельника по пятницу 17:35 на Fox Kids. Один из самых популярных мультов на Fox Kids. Детки из класса 402. Мультсериал основан на книге Грейси Грейвс и «Детки из класса 402». Из книги взято большинство персонажей, которых мы видим в мульте, но также многие остались только в книге. Сайдог Бойс, красота! Джош, Колин и Ленни. Сама книга была больше написана о персонажах в стихотворной форме и никак не относилась к детским проблемам в школе. Книга давала возможность выбрать для себя персонажа, который подходил бы именно тебе. Например, в книге у Полли Макшейн была сестра-близнец, которая была наоборот глупая, в отличие от Полли. Вообще, изначально они должны были выглядеть вот так. Очень рад, что позже они сменили дизайн анимации, иначе это было бы тяжело смотреть. В
В самом мультсериале я также находил персонажей себе под стать, а также находил среди них своих одноклассников. Когда в поход идет отряд, когда в поход идет отряд. Он вышел именно тогда, когда это было нужно. Ты в школе, детки из класса 402 тоже в школе. Проблемы идентичны. Мульт до сих пор смотрится неплохо, либо во мне играет ностальгия, и лишь мне нравится его смотреть. Как вам? Пишите. А вы знаете, почему кошки терпеть не могут собак? Потому что они очень умные. Они умеют пользоваться телефоном, готовить и даже знают компьютер. Они знают восточные единоборства. А кроме того, у них душа артиста. Они даже умеют нырять. Ну а уж ездить на мотоцикле... Если не верите, смотрите секретные материалы псов-шпионов, чтобы все узнать самим. Только на Fox Kids. Очередной популярнейший мультсериал, который транслировали в странах СНГ на Fox Kids. Это секретные материалы псов-шпионов. Здесь все очень просто, но подано под исключительным соусом. Смесь различных фильмов и сериалов о шпионах вроде Джеймса Бонда или Миссии невыполнима. Но абсолютно все смешано с собачьей тематикой. Они перестают нас гладить, как только мы выходим из щенячьего возраста. Какая чудовищная несправедливость! Гаджеты в собачьем ошейнике, секретные туннели, скрывающиеся под пожарным гидрантом, технологичный транспорт вроде уличного мусора. Все это здесь действительно интересно обыграно, что хочется наблюдать за происходящим. Чем еще смогут нас удивить создатели? Каждая миссия сводится примерно к одному. У нас есть какая-то проблема, она обыгрывается через призму собачьих стереотипов, наши шпионы должны это решить с помощью своих гаджетов. А в конце нам расскажут какую-нибудь мудрость. Эй, красотка, давай познакомимся. Вот так, оторви ему нос. В основном главным псом является Ральф. Он такой типичный американский хороший мальчик. Очень ответственно подходит к своей работе, помогает ему розовая собака Митси. Такой вариант самодостаточной дамы, с которой шутки плохи. И частенько появляется взъерошенный песик Скрибл. Он только встает на путь суперагента. Поэтому в основном его роль заключается в том, чтобы просто быть смешным дурачком в кадре. В первой же серии нам показывают явную отсылку на Джеймса Бонда и его врага, доктора Блофельда, со своим котом. Только здесь это кот с белой мышкой. Большой кот в шляпе также появляется в фильме «Голдфингер». Еще здесь появляется костюм фиолетового кота, который очень сильно смахивает на отсылку к коту Ику. Я за тобой слежу. В детстве я пересматривал этот мультсериал до дыр, ведь его крутили еще довольно долго, несмотря на то, что вышло всего 2 сезона. Кто не смотрел и у кого есть собаки, рекомендую глянуть. Очень прикольный взгляд со стороны на своего четвероногого друга. А сейчас на Fox Kids Джим Пуговка. Добрейший, приключенческий, детский мульт, вызывающий приятное ностальгическое чувство. Джим Баттон. Пересматривая Джима Пуговку сегодня, я не мог оторваться от просмотра. Его структура и завязка очень качественные, даже для взрослого меня. Этот мир наполнен фантастическими вещами, вроде плавающего или парящего живого локомотива, которого зовут Эмма. Острова-города, которые очень похожи на кукольные домики. Их могут населять всего 4 человека, и уже не будет хватать места для проживания. Лично благодарю все население Горноземья за участие в общенациональном празднике. Здесь могут соседствовать друг с другом драконы и пираты. Мир действительно выглядит как детская книжка. По поводу завязки сюжета. Главная злодейка, дракониха Скалозуб, боится, что ее дни сочтены. Она хочет продлить свою жизнь и просит доктора Стетоскопа вылечить ее. Он находит способ в старой книге, в которой говорится о чудодейственном методе детского смеха. Смех продлевает жизнь, а дети владеют этим навыком на высшем уровне. Дракониха приказывает найти и похитить детей, привести к ней, дабы она научилась смеяться и, наконец, вылечилась. Дело в том, что вы... старые. Что?
За эту грязную работенку берутся пираты, которые именуют себя «Чертова дюжина» номер 13. Специально для них выделен второй сезон, в конце которого открывается невероятная тайна об их предназначении. Одним из детей является Джим, которого по случайности забывают отдать драконихе и решают отправить его позже, по почте. Но посылка случайно попадает не на горноземье, а на гориземье. На острове Джиму дают все, что могут дать родители ребенку. Здесь же Джим и знакомится с машинистом Люком. Позже, когда Джим Пуговка вырастает, он изъявляет желание построить свой дом на острове, на котором и так нету места. Король срочно созывает всех жителей острова на совещание. Король, понимая проблему перенаселения на острове, теперь жителей будет 5, поэтому нужно что-то убрать, дабы места хватило всем. Крайним становится Люк с локомотивом Эммой, ведь теперь придется убрать железную дорогу, чтобы построить новый дом для Джима. Люк не готов с этим мириться, поэтому решает уехать насовсем с острова, и в этот момент к нему присоединяется Джим Баттон, а приключения только начинают набирать обороты. Но сейчас нас с тобой ждут приключения. Давным-давно, за 7 зелеными горами... У нас беда! Гость потерял пуговицу! Тяни его! Камевиажер потерял пуговицу! Пуговица потеряна? Что за суета? Это не вы ли обронили шапку с золотой пуговицей? Джим Пуговка только на Fox Kids. Честно говоря, я понятия не имел, что этот мульт был создан на основе книги. Она называется «Джим Баттон и Люк-машинист». Написал ее Михаэль Энди, проживающий в нацистской Германии, которому не нравилась российская идеология страны, в которой долгое время детям в школе внушали, что арийская белая раса самая чистая на планете. Если мы посмотрим на то, как встречают жители острова Джима, мы сразу обратим внимание, что он для них как диковинка, и раньше такого они не видели. Плюс к этому в книге была описана нацистская символика, которая окружала город драконов, а также похищение детей – это явная отсылка на Холокост. Тем самым в книге и впоследствии в мультсериале мы видим аллегорию на ужасные взгляды страны на остальной мир. Хотя в мультсериале все же эти углы были сглажены, дабы дать ребенку просто красивую и интересную сказку, без политических высказываний. Я тебе не верю, Пи-Папо! Ты ведь лицемер! Я знаю, что ты мечтаешь сесть на трон вместо моего отца! Тогда, да и сейчас, я не замечаю этих высказываний автора. Для этого нужно действительно все замечать, обращать на эти знаки пристальное внимание. Если же просто смотреть мульт, то он сделан довольно качественно, учитывая то, что почти все взято напрямую из первоисточника. Что первый сезон, который создан по книге Джим Баттон и Люк-машинист, так и второй сезон. Он был сделан на основе Джим Баттон и Чертова дюжина. На данный момент вышло уже 2 фильма по первой и второй книге. Их я не смотрел, но выглядят они неплохо. Приготовься к величайшему марафону всех времен и народов. В последние выходные каждого месяца смотри самые отчаянные игры, в которых герои Fox Kids соревнуются друг с другом. И победитель может быть только один. В этом месяце на поле выходят Денис Непоседа и Джим Баттон. Отправляйся на нашу интернет-страницу и проголосуй за свою команду. Смотри нас 28 и 29 июня с 13:40. Уикенд-марафон с вашим победителем на Fox Kids. Единственное, что я помню из этого мульта, так это образы инопланетян. Они также транслировались на Fox Kids, но совсем недолго, так как особой популярности они не сыскали. Наши космические дурачки упали на Землю, и теперь их задача остаться незамеченными и вернуться домой. Они безумно боятся людей, поэтому каждый раз принимают различные формы, чтобы не выделяться. Мультсериал действительно какой-то посредственный и не особо интересный, поэтому мы двинемся дальше. Оранжевое страшилище глядит на меня в окно и скалится. Я боюсь его. Ну, сейчас ты у меня получишь, мерзкое создание. Такой же редкий мульт, в котором мне помнятся лишь образы главных персонажей. Ферма
на чудовища. Мультсериал также недолго продержался из-за низких рейтингов. По сюжету главный герой Джек унаследовал ферму своего двоюродного дедушки. По прибытию он обнаруживает, что ферма усеяна странными животными /монстрами. Каждый из монстров — это смесь животного с популярными монстрами из классических фильмов ужасов, вроде Франкенштейна или Мумии. Как по мне, мульт так себе, и сейчас его смотреть довольно тяжеловато. А на самом-то деле я граф Кудах-Кула. Внимание, внимание! Грядет детский день. Любимые призы Fox Kids. Вы выбираете свои любимые программы и в детский день смотрите Fox Kids, чтобы узнать победителей. А вот и несколько кандидатов. Секретные материалы псов-шпионов. Инспектор Гаджет. Детки из класса 402. Спайдермен. Вы можете проголосовать за своего любимого героя на интернет-страничке foxkids.ru. Ваш детский день. Красивый своей нуарной анимацией и захватывающий шпионский триллер, который не особо мне нравился в детстве, потому что я его не понимал. Дьяволик. Очередной шпионский мультсериал со своими отличительными чертами. Дьяволик – сирота, которого приютил к себе Кинг, глава преступного синдиката под названием «Братство». У Кинга есть родной сын Дэйн, с которым у Дьяволика вечные ссоры из-за большой любви отца к сироте. И первое, что сделал этот кроха, это спас мне жизнь. Долгое время Дьяволик был искусным вором и помогал своему спасителю. У него это всегда отлично получалось за счет своих невероятных навыков, я бы даже сказал суперспособностей. Когда Кинга не стало, все наследство перешло Дэйну, а после он и вовсе посадил Дьяволика в тюрьму строгого режима за преступление, которое он не совершал. Как вы поняли, решетка его не удержала, и он смог сбежать, и теперь его цель – очернить жизнь Дэйна, чего бы ему это ни стоило. В своих делах Дьяволику помогает его напарница и любовница Ева Кант. Скажу от себя, ей очень идет черный костюм. Мультсериал основан на итальянской серии комиксов 60-х годов. В комиксах он был более решителен, мог убивать своих противников, нежели в мульте. Оно и понятно, у мульта рейтинг PG-13. Нужно ведь сделать так, чтобы подходило тинейджерам и родители не возникали. Позже он все же меняется, осознает свои ошибки и становится эдаким Робином Гудом. Делает жизнь преступников ужасной. Также в комиксах можно увидеть большую страсть к напарнице Еве, чем в мульте. Хотел сказать, что ты сегодня особенно хороша. По сути, мультсериал был довольно взрослым для меня мелкого. Смотреть его, конечно, было интересно, но было тяжело его понимать. Вот я его посмотрел, и он довольно крутой с точки зрения главного замеса. Ну и, конечно же, анимация сделана добротно. Безумные гонки NASCAR, в которых машины и трассы гипертрофированы, нежели в обычных гонках. Один из любимейших мультов детства. Автогонщики NASCAR. Если вы когда-нибудь видели обычные гонки или NASCAR, неважно, то все забудьте. Здесь вы увидите безумные вещи, которые никак не сходятся с реальностью. У нас тут две конкурирующие гоночные команды – Fastex и Rexcore. Во втором сезоне появится еще одна команда – Unlimited. Кто вас научил так выходить на трек? Мы хотим погоняться, если вы не боитесь сразиться с теми, кого вы еще не побеждали. Все будут соревноваться в экстремальных гонках, используя самые передовые технологии, вроде ускорения на атомном топливе. Гоняют они не только по классической овальной трассе NASCAR, но и могут заезжать в сферу, где уже исполняют во всех плоскостях. Также гонки могут проходить по горным и внедорожным трассам. Помимо гонок у них будут происходить различные между собойчики, как в команде, так и с конкурирующими представителями. Анимация здесь на отличном уровне, бонусом которой является смешивание 3D-графики с 2D. В свое время меня это очень подкупало. Больше всего мне нравилось то, что здесь очень много классных машин и каждая со своими особенностями. Что-то вроде супергероев со своими способностями. Ну и погодка.
Когда я был мелкий, мы во дворе вечно выбирали, кто мы из мульта. Я был красным бойцом. Не знаю почему, просто мне он нравился по характеру. Позже, когда уже вышел второй сезон и появилось больше машин и персонажей, решил сменить персонажа, так как он был более крут, чем обычный парень. Грим Риппер. Он никогда не снимал шлем и плюс ко всему носил плащ. Странно, конечно, для гонщика, но он был действительно крут. А вы в детстве выбирали, кто из вас кто из мультов? И не только мультов. Не знаю, как у вас, а меня в свое время этот мультфильм очень сильно завораживал. Особенно завораживал из-за игрушек по франшизе. Самые экстремальные виды спорта собраны здесь. Новый экшенмен. Сходу мы обращаем внимание на 3D-графику. Делали ее те же люди, кто занимался трансформерами Beast Wars. Однако в этот раз все стало лучше. Появилась физика волос, крутые пролеты камеры, эффекты улучшились и улучшенная детализация на персонажах. Ребята, сложа руки, не сидели. Я Ник Мастерс, и вы смотрите телеканал Мастер Вижн. Так, а что по сюжету? Все до банального просто. Снова есть злой злодей, который хочет захватить мир, и есть добрый добряк, который должен всех спасти. За добряка как раз наш экшенмен, которого зовут Алекс Манн. Он профессиональный экстремал, атлетичен и умеет катать на всем подряд. Тем временем он и его команда участвуют в съемках тех самых экстремальных гонках на всех видах транспорта, которые транслируются во всем мире. Невероятно, но окей. У Алекса есть одна способность, которая позволяет ему быстро просчитывать все варианты и выбирать наилучший, чтобы кого-нибудь спасти или самому не попасть в ловушку. Его способностью хочет овладеть главный злодей, Доктор Икс. Он отличный генетик и биоинженер. Его план заключается в том, чтобы воспроизвести ген Алекса, просчитывать ходы за секунды, чтобы создать новое, улучшенное человечество. Ну и, конечно же, захватить мир. Я посвятил свою жизнь исследованию человеческого потенциала и усилению его возможностей. После просмотра пары серий все персонажи мне сразу вспомнились. Да, я смотрел, но сюжет, смысл и так далее совершенно затерялись в памяти. Еще больше во мне проснулись детские воспоминания о игрушках Action Man, которые я видел в рекламах. Они были настолько крутые и дорогие, хотя у нас их вообще не продавали, но хотелось собрать их всех, особенно Action Man на вертолете. Однако у меня были всего лишь жалкие китайские поделки Action Man и Доктора Икс. Вот именно этот и этот был. В любом случае, я был доволен такими игрушками. Один из популярнейших мультов на Fox Kids. Вуншпунш. Сегодня мультсериал приковывает твое внимание только лишь ностальгией, по старым голосам озвучки и приятному визуалу. Каждую серию происходит один и тот же сценарий. Приходит главный злодей, посланник дьявола, Маледиктус Темагог, и дает подзатыльники нашим горе-колдунам, с которыми у него контракт на то, чтобы они наводили ужас на город, который находится неподалеку. Наших колдунов зовут Бубоник и Тирания. Он, Бубоник, племянник своей тети. Им на самом деле уж очень много лет. Бубонику 187 лет, а Тирании почти 300, хотя по ней так и не скажешь. Возможно, ты не заметила, но твоя копия в зеркале выглядит не лучше тебя. Так вот, они придумывают какие-то нелепые заклинания, чтобы очернить город. Чтобы заклинание запустить в действие, им нужно подойти к чану с зеленой жижей, закинуть туда различные вещи, которые будут отвечать за правильность действия заклинания. После чего они должны спеть свое заклинание в рифму. Плюс к этому всему срабатывает заклинание благодаря 2 кусочкам свитка, которые соединяются, и заклинание начинает свой процесс. Оно должно продержаться 7 часов, и тогда заклинание станет необратимым. Противостоят им домашние питомцы – кот Миорицо и ворон Якоб. Вообще очень круто иметь домашнего ворона. Может, это все-таки супчик? Так вот, они являются шпионами Высшего Совета Животных.
Им поручено предотвращать каждое злодеяние, которое хотят исполнить их хозяева. Якоб и Мяурицио сразу же бегут в зоопарк, где обитает старейшая черепаха тетя Ноя. Она дает загадку нашему дуэту, после чего они должны ее разгадать и сделать все, чтобы остановить заклятие. Конечно же, они справляются в самый последний момент, после чего приходит Темагог и устраивает взбучку колдунам. Пусть исполнятся все ваши мечты. Сюжет очень прост для понимания детям, он интересен и держит напряжение до конца серии. Хотя в самом начале и говорится, что мульт основан на книге Михаэля Энде «Ночь желаний» или «Дьявольскон гениал-алкогольный коктейль». Немногие знают его содержание. По его сюжету к Бубонику, его здесь зовут Вельзевул, названного в честь своего покровителя Вельзевула, дьявола-повелителя мух. Тогда почему его зовут Бубоник в мульте? Если смотреть написание имени Вельзевул на английском «Бельзебуб», то мы обращаем внимание на то, что в конце есть 3 буквы «буб». От них уже и отталкивались создатели, дабы придать ему более легкочитаемое имя. Тем более в некоторых сериях его тетя, тирания с фамилией Вампирелла, не раз коверкала его имя, где производное было «буб». Буба, Бубик, Бубло и так далее. Признавайся, Бубо, ты вызвал ливень, чтобы сорвать мои солнечные ванны. Также в книге они должны были использовать заклинание в ночь на Рождество. И, конечно же, оно должно было также продержаться какое-то количество времени. Если точно, то с 5 вечера до полуночи. Снова им противостоят наши кот Мяурицио и ворон Яков, который в оригинале Джейкоб. Однако по ходу сюжета у них есть личные проблемы, с которыми они будут как-то справляться. Кот страдает от ожирения, а ворон ноет о том, что у него все болит, и вообще он уже стар для всего этого дерьма. Ох, небеса, мое бедное крыло больше не в силах переносить ваши штучки. В некоторых сериях мульта об этом, конечно же, говорится, но не так, больше вскользь. Также в книге колдуны могли пить приготовленный ими пунш, чтобы именно их слова и желания сработали. Только здесь описывается такой момент, что пунш был очень алкогольным, как и написано в названии. Когда же приходит время наконец произносить желаемое заклинание, они были в стельку пьяны. Конечно же, об этом в детском мультфильме ни слова. Они его там вообще не пьют и происходит по совершенно другому сценарию. Вуншпунш и по сей день собирает ностальгирующих у экранов посмотреть и вспомнить детство. Ну, а мы двигаемся дальше. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, дальше самое интересное. Офигеннейший мультсериал, который радует меня и сегодня. Точнее, не так. Сегодня я его понимаю как никогда лучше. Что с Энди? Мультсериал основан на сборнике рассказов, по большей части подросткового периода Энди Гриффитса. В рассказах он придумывает различные отмазки для того, чтобы не ходить в школу, не выполнять работу по дому и так далее. Отчасти многие эти прикольчики и перекочевали в мультсериал. Наш главный герой Энди Ларкин. Изначально создатель хотел, чтобы его фамилия была такой же, но продюсеры были с этим не согласны. Он гений приколов и озорства, живет в вымышленном городе Ист-Гекл. Его воображению и находчивости можно только позавидовать, ведь Энди на протяжении многих серий выдумывает действительно крутые штуки и пробует себя в очень широком спектре дел, от танцев до баллотирования в мэры. Другими словами, он чрезвычайно талантлив. Это потрясающе! Мой талант очень мал, он не стоит похвал. А ты уникальный парень, ты щелкаешь рифмы как орешки! Помогает ему во всем его правая рука Дэнни Пикет. Если надо, подыграет, подсуетится, найдет необходимый инвентарь. Не друг, а дружище. Также Энди довольно часто пранкует свою сестру Джен. Она противоположность Энди. Она пытается изо всех сил добиться успеха в группе поддержки, прилежно учиться и помогает в школьных делах. Ну и, конечно же, всегда сдает Энди за его пранки. Еще здесь есть Лори Макни. В книгах она была Лизой. Энди каждый раз теряет голову, когда Лори хоть немного проявляет к нему интерес. Однако он для нее еще мал, обосновывая это тем, что он ведет себя как ребенок и не хочет взрослеть. Тебе здесь хорошо, Лори? О, да. Но больше всего меня радует твоя сдержанность и хорошие манеры.
Здесь довольно много характерных персонажей, на каждом из них я останавливаться не буду, а лучше двинемся дальше. Сюжеты здесь очень разнообразные, как и пранки Энди. Всю школу может подставить, используя ремни, которые расстегиваются по таймеру. Целый город может пранкануть, когда вызывает панику с появлением большой лапы, которая терроризирует город посредством воровства одного носка из пары. Это просто гениально. Он пришел за носками. Маленькая лапа в клетке. По телевизору он выглядел куда крупнее. Сейчас, пересматривая многие серии, я осознал, насколько Энди крут и насколько тупы все в городе. Я хочу рассказать об этом на примере одной крутой серии. Она называется «Юные мечтатели». Синопсис серии заключается в том, что Энди с Дэнни и Мушем, еще один друган Энди, работающий в доставке пиццы, решают создать свою рок-группу и выступить на концерте в городе. Во-первых, никто из них не умеет играть на инструментах. Во-вторых, их все знают в городе. И в-третьих, у них нет песни. Все равно мы в пролете. Ни таланта, ни песен не появилось. Да, но у нас есть инструменты. Может, мы и в пролете, но мы доставка, и народ нас ждет. Первое легко исправляется фонограммой. Второе еще легче. Они просто маскируются. Третье. Они просто собирают песню из слов других песен. Все. Дальше им нужна какая-никакая рекламная кампания. Они ее устраивают без проблем. Хотя об этой группе никто и не знает. Все равно на концерт уже хотят прийти все. Ведь слухи о них распространяются сами горожане. Также они придумывают, как им устроить фан-встречу, чтобы быть крутыми. Хитрым методом они берут на короткое время у мэра лимузин. Я считаю это круто. Ну и наконец кульминация всей серии. Все же концерт организован. Пришел час Икс. Пора всем выходить на сцену. Уже вся толпа, весь город собрался у сцены. Они отыгрывают свою классную песню «Доставка». Кстати, я считаю ее довольно крутой. Особенно то, как поработали наши переводчики. Белый снег, серый лед, она жует свой орбит без сахара. Когда взяли по строчке из популярных песен тех времен и совместили их. Доставка! Доставка! Это вы, и вы, и я! Идем дальше. Все, песня спета. Всем все нравится. Они классные. Еще! 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 Только все меняется, когда сестра Энди замечает у него ее серьгу. И все начинают понимать. После того, как их раскрыли, они им больше не нравятся. Все, их закидывают тухлыми помидорами. У меня от этого просто горит. Вы только что сходили с ума. Именно от этих людей. А за секунду все поменялось. Очередное подтверждение тупости горожан и гениальности Энди Ларкина. Примерно в 2001 году, в СНГ чуть позже, начался переход канала Fox Kids со своими мультами, стратегией к более тинейджерскому, молодежному каналу Jetix. Но об этом продолжим в следующем ролике.